Здравствуйте, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. Как всегда, с нами сегодня Григорий. Привет. Здравствуй. Привет. И собака Брэк. И собака Брэк, пожалуйста. У нас сегодня два замечательных вот таких оружия. Григорий, что это такое? Расскажи нам. Это легендарные винтовки Мосина Нагана. В исполнении винтовка снайперская и в исполнении кавалерийский карабин. Но это массогабаритная копия, а это боевая винтовка. В чем отличие у них? Отличие, значит, дело в том, что винтовка разрабатывалась в соответствии с доктриной вооруженных сил тех времен. Вот, и доктрина предусматривала кавалеристов, то есть были лошади, они скакали на своих лошадях, и им нужен был короткий карабин, надежный. Вот, и, собственно, вот, на что промышленность и откликнулась и изготовила этот чудесный кавалерийский карабин. Он короче, у него просто короче ствол. Да. А вот до ресиверной части, до патронника, эти винтовки все одинаковые абсолютно. Ну да, вот. Они абсолютно, ну, у них даже затвор взаимозаменяемый, и я как бы могу продемонстрировать этот момент. Пожалуйста. То есть для того, чтобы, ну, уважаемые зрители наши, напомню, для того, чтобы извлечь затвор, значит, мы просто должны нажать на спусковой крючок, и затвор чудесненьким образом выходит. Вот. То же самое мы делаем здесь. Вот, мы убираем затвор, и, значит, затвор от одного карабина прекрасненько подходит к другому. Все работает. Вот. Значит, в чем гениальность этой винтовки? Любая винтовка – это затвор. Как театр начинается с вешалки, так винтовка начинается именно вот с затворной группы, вот, которую вот как раз капитан Мосин Сергей Иванович и представил на конкурс в 1890 году. Вот. На том конкурсе, кстати, вот, значит, вот прошу отметить, при отсутствии в то время интернета, вот, на конкурсе участвовали более 150 винтовок, образцов винтовок. Это был очень хороший конкурс, большой, организованный службой РАФ, тогда царской армии. Вот. И капитан Мосин предоставил свою винтовку. Вот. А также, откуда мы слышим с вами фамилию Нагана, значит, у нас примерно за год до этого немецкая армия проводила точно такой же конкурс, вот, и бельгийский оружейный конструктор Наган участвовал там, и он проиграл там Маузеру. Вот. При этом он свой конструкторский гений решил воплотить в России. Конкурс был открыт, кстати, открытым, и со всего мира конструкторы предоставили туда свои детища. Вот. Значит, первоначально винтовка Сергея Ивановича Мосина вышла в финал этого конкурса, и она при этом вышла с замечаниями самой комиссии. Комиссия тоже были не просто надутые ребята, а вот весьма серьезные оружейники. Они во время конкурса сами отстреливали карабины, смотрели конструкцию, и в конце концов они дали положительное заключение этой винтовки, при этом с советом, да, там с какими-то замечаниями, которые и Наган, и Мосин должны были устранить. Значит, и вот у нас через какое-то время состоялся финал этих двух винтовок этого конкурса. Значит, на конкурс предоставил Сергей Иванович Мосин свою доработанную винтовку, но у него не было производства, он был обыкновенно военным. Вот, у него было образование, правда, высшее артиллерийское образование. Вот, и ему приходилось винтовки делать в колхозных условиях, на самом деле, в гараже. Вот. И у него были большие допуски. Понятно, что качество изготовления было неправильно, не надлежащего качества. Тогда как у товарища Нагана в Бельгии было производство, и винтовка была, конечно же, искуснее изготовлена. Вот. И внешний вид тоже имел в виду, внешний вид тоже принимался во внимание. Так вот, по итогу 300 винтовок Нагана и 300 винтовок Мосина дали, мосинские винтовки дали 270. 207, да, что-то да, там такое, 207, 227, ну что-то. Да. Что-то 200 с копейками задержек, а винтовки Нагана дали 500 с копейками. То есть в 3 раза больше задержек. И была принята винтовка Мосина.
Она была принята как винтовка образца 1891 года. И это было, наверное, первое оружие в России, которое было принято без соблюдения правила указания фамилии главного конструктора в названии. То есть, например, вот сейчас это вот винтовка там Калашникова, да, там пистолет Макарова, там пистолет Стечкина, пистолет пулемет Шпагина, да. Вот. И первое время вот настолько весомым был вклад именно комиссии, что винтовка была принята и во всех наставлениях по этому стрелковому оружию она была без фамилии главного конструктора. Но в конце, по итогу, уж извините, такая историческая часть, вот, принято было как винтовка Мосина. Вот. И уже Нагано его используют, ну так, на всякий случай, по большому счету, такая вот коллегиальная история получилась. И эта винтовка тем и гениальна, что очень много конструкторской мысли было вложено в ее создание. И в тот момент, когда она пришла на вооружение, это реально было супер высокоточным оружием, по тем временам невероятным. Вот. И, как вы понимаете, в 1891 году еще не был изобретен патрон 903 года образца 7,62 на 54R с закраиной. Вот. Он пришел только, понятно, что через там какое-то время, через там 12, через 12. Первый, да. Через 12 через 12 лет изготовили этот патрон, но сам принцип был уже отработан промышленностью. Это абсолютно гениальный и простейший затвор, состоящий всего из 7 запчастей подвижных. Значит, затвор системы Мосина и Мосин-Наган, да, то есть, ну, как бы, почему мы так говорим? Мы хотим просто таким образом подчеркнуть, что Мосин, ну, использовал элементы Нагана, не всю общую конструкцию, а элементы доработки, его технические какие-то решения, вот. И поэтому вот мы называем Мосин-Наган, да, то есть, вот, значит, у нас затвор. Он, значит, очень часто мы слышим нажать на курок. Такое слово, такое выражение. Вот. Курок в данном случае в этом оружии вот выглядит вот так. Смотрите, когда мы нажимаем на спусковой крючок, то курок срывается. И по сути правильным будет выражение спустить курок, а не нажать его. Вот это правильное выражение. Теперь, что касается мифов про эту винтовку огромного количества. Это же Мосинка, это же трехлинейка. И очень часто говорят, что здесь 3 нареза. Что трехлинейку ее нарезают потому, что у них трехгранный был штык-нож. Вот. На самом деле, еще раз подчеркну, это гениальное оружие. И это оружие было изготовлено в те времена, когда была такая единица длины, как русская линия. Русская линия — это 10-я часть дюйма. И по сути, 10-я часть дюйма, ну, то есть линия равнялась 2,54 мм. И если мы умножаем эту историю на 3, то получаем с вами 7,62. Вот, собственно, и вся история про 3 линии. То есть трехлинейка — это винтовка, которая имеет диаметр между полями нарезов 7,62. Важный момент, да, да. Это не диаметр пули, всегда имеется в виду, что 5,45, там, что 7,62, да. Это именно между нарезов. Это диаметр ствола между нарезов. Короче, европейцы меряют этот же абсолютно калибр по глубине нареза, и он у них получается 7,92. Таким образом, есть калибр Маузера 7,92. По сути, это один и тот же калибр, но как бы он измеряется по-разному. Один по глубине нареза, второй по полю нареза. Точно так же это сейчас и в артиллерии. 152-миллиметровые снаряды используем мы, и точно такого же диаметра используют европейцы, но у них он 155 миллиметров. Вот, собственно, и все. Поэтому, когда люди говорят: ой, это там более мощный калибр, да. Мимо. Да. Григорий, покажи, пожалуйста, как вот выглядит он. Давай вытащим его. Давайте вытащим еще раз. Вблизи. Да. Ну, смотрите еще раз. То есть курок взводится посредством поворота. Обратите внимание, то есть вот у нас с вами два карабина, и мы начнем с того, что самое яркое отличие заключается именно вот в этой рукоятке. О, кстати, да, я не обратил внимания даже. Да, то есть дело в том, что чтобы эта рукоятка открывает в затворе боевые упоры.
То есть, когда вы заворачиваете вот таким образом, вы закрываете боевые упоры, что не позволяет пороховым газам вырваться сюда. Вот. Поэтому вот вы на 90 градусов вы поворачиваете эту рукоятку, и в этот момент взводится курок. Смотрите, еще раз, вот повнимательнее вот сюда вот обратите внимание, я попробую это левой рукой сделать. Смотрите, раз, вот он взвелся. Ага, класс. Вот мы взводим, затем мы ручным образом в мануальном режиме мы делаем экстракцию гильзы стрелянной. То есть там специальным зубом экстрактор удерживает за закраину 7,62-54R патрон, гильзу вернее, и доводит ее вот до этого отражателя чудесного, и гильза вылетает. Да, улетает у нас, да. После чего мы досылаем патрон в патронник, закрываем канал ствола на боевые упоры, на затвор закрываем. А курок уже взведен. Да, курок взведен, и нам осталось только нажать на спусковой крючок. Нажатие происходит, и происходит в этот момент накол капсуля, вот, и дальше детонация пороха и все остальные вот эти истории. Да. Теперь мы смотрим, как бы, это кавалерийское исполнение. И точно такое же стрелковое исполнение стояло и на винтовках с длинным стволом. Но когда началась у нас необходимость устанавливать оптический прицел на этой винтовке, значит, вот этот 90-градусный доворот затвора стал мешать, невозможно бы его было поднять при установленном снайперском прицеле оптическом. Поэтому вот эту рукоятку на снайперских винтовках стали, видишь, как она? Да. Они исполнили в таком вот положении. И теперь когда мы открываем, мы делаем те же 90, но мы не мешаем установленному здесь ПУ. Также у нас взводится курок, мы отводим затворную раму назад, экстракция гильзы, все, дальше спуск. Вот такая вот история. Значит, чем еще они отличаются, эти два карабина? Здесь прицельное приспособление до 1000 метров, собственно, короткий ствол, поэтому. Здесь, парни, вы должны понять, что здесь до 2000 метров, при этом ты можешь ставить каждые 50 метров шажок. Класс. Вот это очень интересная история. Посмотрите, если мы на 2 километра с вами поставим целик, вот так вот, посмотрите, под каким наклоном вы будете подкидывать пулю, чтобы она прилетела на 2 километра. Ну, то есть можно стрелять там через 18-этажный дом. Тянем курок на себя, доворачиваем его налево, да, и вот таким образом он встает на предохранитель. Видите, мы нажимаем на спусковой крючок, и ничего не происходит. Значит, достаточно надежная история, он здесь встает на зуб. Вот. И все это, как бы, может себе позволить затвор, состоящий из 7 запчастей. Вот в этом, как бы, есть гениальность конструкции. Значит, мы его сейчас спускаем аккуратненько, вот он встал. Да. Значит, далее. Этот затвор был изготовлен под патрон 7,62-54R. R говорит о том, что на гильзе этого калибра есть такая закраина, за которую, собственно, и берет зуб экстрактора гильзу и ей управляет. Но вот этот патрон на данный момент, конечно же, в мире устаревший. И раньше он был на 7,62-54R, на российском, образца 1903 года. И также он был на калибре 303 Ли Энфилд, там вот, английском калибре. Сейчас, как бы, этот калибр считается устаревшим. Как бы мы проводим же на ранчо серию матчей легендарной винтовки. И к нам сюда приезжает такой стрелок с винтовкой Ленфилд. Там есть у него различные клемма, королевской армии и так далее. Это очень красиво. Да. Вот. И удивительное дело, что отечественная промышленность наша, российская, выпускает патрон в калибре 303. Да. Вот. Значит, вот такая надежная история. Эта винтовка дешево в исполнении. Вот. И еще один момент заключается в том, что до изобретения патрона 7,62-54R в 1903 году это означало количество шагов. То есть это было 100 шагов, 200 шагов, 300 шагов. Но в связи с тем, что мы все-таки живем в метрической системе, то есть потом как бы сделали на 100 метров. Значит, почему такая легендарная точность у этого ствола? Значит, когда сверлили ствол, то этот ствол был подтуженным таким на 2% к
дульной части. От казенной к дульной части он шел на сужение. И таким образом он дожимал еще пулю на 1-2%. И за счет этого была очень потрясающая кучность при достаточно больших допусках в исполнении ресиверной части винтовки и затворной части. Значит, и вот представьте себе, что мы в руках держим с вами, по сути, революционную винтовку конца позапрошлого века и начала прошлого века. 131 год. 131 год этой винтовки, вот, по состоянию на 2022 год, вот. Но вы должны вот что понять. Вот представьте себе, то есть до этого мы стреляли с вами с ружей, с мушкетов, вот с этого всего, и вдруг в наших руках появляется вот такая красавица. Высокоточная по тем временам и даже там до 70-х годов, то есть эти винтовки использовались в том числе, кстати, и в биатлоне. Ох ты, даже так. Да. Ребятки бегали и стреляли вот этим как раз 7,62-54. Значит, сначала по наставлению эта винтовка должна пристреливаться с примкнутым штыком. Потому что в бою штык должен был присутствовать. И штык менял СТП на 9 сантиметров вниз и 9 сантиметров влево. Ничего себе. Да. Вот. И поэтому это как сейчас, например, мы с ПБСом пристреливаем, то есть все время используем с ПБСом. Вот. Штык-ножи были здесь, целая серия этих штык-ножей. Значит, как здесь крепится шомпол? Шомпол вкручивается сюда. Можно взять патрон и выкрутить его. То есть он на своей резьбе встает, чтобы он не терялся, никуда не попал. То есть берем прям пулю и пулей выворачиваем его, а потом руками. Вот. Оружейники российские, кстати, многое так сделали. Пулемет Калашникова, например, во многом регулируется гильзой. Мы берем гильзу стреляную, и там есть специальные посадочные места, и где нужно приложить усилия. То есть мы можем это сделать гильзой. То есть делалось все под простого русского солдата. Вот. И именно этим винтовка и заслужила себе такое количество, звание легендарный, во-первых, а затем и огромное количество мифов, которые мы с вами потихонечку развеиваем. И как бы в процессе овладения этим оружием мы как бы рассказываем. Чего мы вам рассказываем про оружие? Знание есть сила. Эту часть этого видео я хотел посвятить именно безопасному обращению с оружием. Для чего мы все это рассказываем? Для того, чтобы вы понимали, что оружие это инженерное, гениальное, можно сказать, сооружение, творение. Да. Вот. И само по себе оно абсолютно безопасно для тех людей, кто умеет пользоваться им. Вот метафора такова. Знаете, очень красивый океан и море, но он убил больше людей, чем какое-либо оружие в мире. Но, тем не менее, все считают его красивым. Так вот, продолжая метафору с морем, я скажу так. Если ты умеешь плавать, то море для тебя оно приносит удовольствие, счастье и созерцание его, и нахождение в нем. Но если ты плавать не умеешь, море представляет для тебя смертельную опасность. То же самое и с оружием. Если ты умеешь пользоваться оружием и соблюдаешь простые, но монументальные правила, то оружие не является для тебя опасным и вообще для человечества опасным. То есть здравый смысл, все-таки, еще раз говорю, это, знаете, людей толстыми делает не ложка. Да. Вот. И здесь я могу то же самое сказать. То есть мы буквально вот как в практической стрельбе, соблюдая 4 всего лишь правила, мы никогда не допустим несчастного случая с оружием. Вот это я и хотел отметить. Правила, кстати, я прикреплю ссылочки. Это называется правила стрелка. Не мы их придумали, это наши предтечи. Кодекс стрелка, да. Они будут там, кому интересно, ознакомьтесь. Григорий, пожалуйста, мы его, например, вот разобрать можем или это сложно? А, собственно, здесь вся разборка заключается в том, что мы извлекаем отсюда. Ну просто, да? И, Здесь, соответственно, чистим отсюда. Здесь мы открываем магазин. Он однорядный, на 4 патрона. 5-й досылается в патронник. Вот. Здесь извлекается шомпол, выкручивается. Вот. И, собственно, разбирать-то здесь больше и нечего. Ну все, и чистим, соответственно. Мы с казенной части чистим ствол в один проход. Вот. И вычищаем патронник, вычищаем здесь там, где скользит затвор, эта часть. Но здесь такие допуски, ребят. Но как бы я не знаю, что нужно сделать, из какого болота ее нужно достать так, чтобы эта винтовка не стрельнула. Она, стрельнет в любом случае. То есть это невероятно надежный инструмент.
закончить сравнение вот этих двух карабинов, мы отметим ту часть, на которую никто и никогда не обращает внимания, ровно до тех пор, пока не приходится использовать карабин по назначению, то есть много с него стрелять. Я подразумеваю, что это затыльник. Это затыльник, все правильно. Значит, история такова, что вот эти два карабина, один снайперский, второй кавалерийский, и у них угол исполнения затыльника разный. Точно. Да. Не только это связано с чем. Ну, например, мы же с вами имеем дело с винтовкой, определенного назначения, узкого очень. Это кавалерийский карабин, это снайперская винтовка. Да, мы можем его применять там в широком спектре, но в основном стрельба у нас происходит вот так. И по прямой. Значит, когда мы используем ружье для спортинга, мы используем его вот так. И это совсем другой угол вкладки. Значит, когда мы применяем для практической стрельбы какой-то карабин, мы стреляем вниз. Ну, да. И здесь тоже другая вкладка. Тоже, да. Вот такая вот история, поэтому мало кто обращал на это внимание, но... Да. Подводим итоги, так, примерно еще, вернее. Кому мы можем порекомендовать это вот оружие? Для кого могут подходить такой вид оружия, да? Это, во-первых, охотники, потому что это охотничий карабин, это КО 91-30. Очень распространенный боеприпас, очень доступный по цене. Все вот эти мифы о том, что оружие, когда огражданивается, растачиваются стволы, там прогоняется какой-то шкуркой. Значит, боевой карабин Мосина от охотничьего отличается крем-меткой. Больше ничем. Крем-метка на дистанциях охотничьего выстрела на баллистику внешнюю пули не влияет. Значит, все остальные ребята, идите лесом. Да. Значит, у нас есть охотничье хозяйство, в котором мы стреляем достаточное количество зверя. У нас хороший опыт ежедневного применения оружия на стрельбище. Мы про стрельбу знаем много. Наш настрел позволяет ставить опыты. Я ушел в сторонку, вернемся. Значит, это оружие нужно для охотников, для тех, кто принимает участие в серии матчей на ранчо, называется под названием «Легендарные винтовки». Сюда приезжают... На видео, кстати, про это на канал Ранчо, вообще на Ранчо, и на это видео про легендарные винтовки, ссылочки в описании, смотрите, пожалуйста. Значит, на эти винтовки парни привозят системы Мосина, системы Токарева, снайперская винтовка Токарева, маузеры, Ли Энфилды английские в калибре 303. Я возбудился сейчас, если честно. Пулеметы Дегтярева, пулемет Максима. И все это разнообразное оружие, которое в свое время оно сделало революцию в стрельбе. Как сейчас делают революцию в стрельбе винтовки Лобаева, Орсис и различные ДСР-1. Да. Значит, ничем они не проигрывают зарубежным аналогам с точки зрения стрелковки. И поэтому являются абсолютно достойным решением и воплощением русской инженерной мысли. На охоту меня возьмешь весной? Конечно. Алексей, давай постреляем сейчас с винтовки. Но прежде чем выйти на улицу, у нас на дворе декабрь, я бы хотел всем нашим зрителям напомнить, что в зимний период времени не заносите оружие с холода в теплое помещение. Потому что образуется конденсат на металлических частях, даже там, куда вы никогда не подлезете ни ёршиком, никакой выкладкой и так далее. И эта влага останется навсегда там, высохнет, вступит в реакцию, будет коррозия и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вы приносите свое оружие с охоты в чехлах, оставляйте эту винтовку в чехле на сутки, на двое, и только после этого обслуживайте оружие. Значит, та самая губка, которая находится в ваших чехлах, служит не для того, чтобы вы не поцарапали свою винтовку, а служит для того, чтобы служить термосом, и чтобы ваше оружие, принесенное домой с зимней охоты, естественным образом набирало температуру и потом было доступно для обслуживания. Да, я тут Гриш, у тебя какой настрел, как ты думаешь, за твою жизнь? Ой, не знаю. Миллион перевалил? Ну нет. Думаешь, нет? Мне кажется, что да. Несколько сотен тысяч, наверное, да. Вот, это я к чему? Каждый, кто захочет что-то написать, поумничать, во-первых, я повторюсь, я вас всех блокирую, всех до одного.
вообще не интересно. Ну, не интересно. Что-то хорошее добавить, пожалуйста. Комментарий, пожалуйста, хороший. Если критика в адрес, пожалуйста, мы только за. Мы, кстати, да. Не все знаем, да, невозможно все знать. Вы можете предложить, а мы попробуем. Да. Но все остальное, там, какие вы, там, я какой и так далее, все мамкин Рэмбо тоже советую. Вот когда вы сделаете хотя бы 1 000 000 выстрелов, хотя бы. Мы уж не говорим, да, как легендарные стрелы, у которых по 4 миллиона на стрел за жизнь. Да вот Богдан, он говорил, 500 тысяч у него где-то сейчас тоже. Да, Богдан вот. Ну, Григорий, я думаю, примерно так же, может даже чуть больше. Вот тогда и можно писать комментарии взрослым бородатым дядям. Своими ручками программиста, мамкиного Рэмбо. Ну, что, переходим к стрельбам? Давай постреляем. Да, все, погнали. Наша винтовка заряжена, мы соблюдаем все правила безопасности, мы находимся в наушниках, в специально отведенном для стрельбы месте. Я акцентирую внимание всех стрелков о том, что использование наушников на стрельбище – это необходимый элемент. Почему? Все вот эти вот ребята, которые там «а я привык», «а я», это... Да я в армии с базуки стрелял. Да, я в армии там привык уже, да мне привычно. Значит, человеческий слуховой аппарат такой вот, это настолько тонкий инструмент, что если вы вот этим вот чудовищным звуком, его неестественным для организма человека, повредите, то это не лечится. Я просто вас предупреждаю в том, что у вас профилактика оборудования, вот эта вот пип, она будет с вами всю жизнь. Всю жизнь у вас больше никогда не будет тишины. Вы будете засыпать с профилактикой оборудования, просыпаться с этой же профилактикой оборудования и стоять, смотреть закат, все будут слушать тишину, а у вас будет профилактика оборудования. Поэтому, чтобы такого не допускать, пожалуйста, применяйте наушники на стрельбище и во время стрельбы. Даже также во время охоты я советую применять эти вот активные наушники, которые сейчас находятся у меня на голове. Тем более, да, скажем, я за кадром, но скажу, что сейчас есть китайские наушники. Вот они, кстати говоря, на мне, Гриш, я все-таки хочу сказать, что да, не надо покупать, да, за 100 тысяч наушники, можно за 3-4 тысячи, да. На трешку смело купить хорошие активные наушники. Ну что, давайте бахнем. Пожалуйста. А ты сам в наушниках? Да. Второй наушник одел? Да. Итак, зарядить, приготовиться, команда поступает. У нас стоит на 100 метров, и мы стреляем на 100 метров в гонг. Внимательно. Есть. 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 Дернул. Парни, ну вот мы отстреляли с вами 5 выстрелов, вот, 4 мы попали в цель, там 4-м я немножечко поддернул. Но еще раз скажу, что легендарность этой винтовки подчеркивается 130 годами безотказной эксплуатации. Безотказная винтовка. Вот. В этом ее счастье, прелесть. Соблюдайте правила безопасного обращения с оружием. Приезжайте на стрельбище, учитесь стрелять и попадать. Эта винтовка заряжается также посредством обоймы. Ну, то есть вот это все, значит, у Калашникова это называется магазин. Ага. У пистолета это называется магазин. А вот такая полосочка из металла, которая за вот эту закраину гильзы держит патрон и позволяет сразу 5 туда зарядить, вот только эта пластинка называется обоймой. Ага. Все, понял. Пожалуйста, примените. Я не знал. Пожалуйста. Попробуй снова. Ага. Гриша, а как первый додернуть? Просто толкай затвор вперед и все. Ага. Ага. Готов, Серег? Давай первую тысячу. Не, я сам. У меня есть патрон. А? Ну это с непривычки. Все, по-моему. Ага, все. Так, ну чё? Да чё, ну чё, классно? Такая вещь тяжелая, сбалансированная. Мне неудобная пока, но это с непривычки. Попадаю. По-моему, я тоже 4 из 5, что ли, попал, но один раз дернул. Мне просто браться, если честно, неудобно. Я не привык, вот мне так не нравится браться. Я люблю вот за обычный магазин браться. Вот. В целом, вот такие вот у нас итоги. Мне понравилось. Так, ну что, постреляли, эмоций полно. Вещь классная. Мне, значит, приклад, ну,
необычно было. Целиться очень удобно, даже я попал. Что еще? Исполнение классное, как я люблю все. Ну, то есть я этому оружию вообще, как я вообще, кто такой, чтобы ему оценки ставить. Поэтому это все равно 500 миллиардов тысяч плюсов, баллов и так далее. Это оружие вне оценок вообще. Ему оценку уже поставил 130, 130 лет истории. Это легенда. Это легенда. Вы на канале Мир это просто. Подписывайтесь. Ссылочки все на Григория, на Ранчо, на их канал будут в описании. Хотите помочь каналу, помогайте. Тоже ссылочки там. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Будь здоров.